Анна стояла на тротуаре, прижимая к себе свою двухмесячную дочь. Пальцы побелели от напряжения, в одной руке она держала пустую сумку, в другой — новорожденную, которая только что перестала плакать. Несколько недель назад ее бросил мужчина, обещавший заботу и любовь. Он ушел, оставив лишь короткое сообщение и крошечный след на сердце. Анна осталась одна, без жилья, без денег, без поддержки. С каждым днем ей становилось все тяжелее. Город не прощал слабости, особенно матерям без статуса и связей. Она ночевала в приютах, пыталась найти хоть какую-то работу, но с младенцем на руках это оказалось почти невозможным. Утро, когда она встретила его, было особенно холодным и серым. Анна просто шла по улице, не зная куда, когда остановилась у обочины, чтобы передохнуть. И в этот момент рядом притормозила черная машина. Из окна выглянул мужчина в строгом костюме. Он посмотрел на нее внимательно, но без осуждения. Это был не тот взгляд, к которому она привыкла, не жалость, не брезгливость, а чистое, искреннее любопытство и настороженность. Он спросил, не нужна ли помощь. Она хотела уйти, но в его голосе было что-то надежное, почти родное. Он представился: Алекс Картер. Бизнесмен, вдовец, отец, как оказалось позже. Сначала он просто предложил подвезти. Потом купил ей теплый кофе и новую детскую бутылочку. Через день помог с временным жильем. Через неделю устроил ребенка в частную клинику на осмотр. Через месяц она работала у него в фонде, помогая таким же женщинам, как она. Со временем их разговоры стали длиннее, тишина между ними теплее. Он никогда не торопил ее, не задавал лишних вопросов. Он просто был рядом. И однажды, спустя много месяцев, его рука впервые коснулась ее руки не случайно. В тот вечер она впервые за долгое время улыбнулась без боли внутри. Теперь ее дочь зовет его папой, потому что иногда все действительно меняется, когда появляется тот самый человек, тот, кто не отвернется. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.